Главным отличием пауэр-круизеров является не только двигатель с огромной тягой на низах и повышенной мощностью по сравнению с обычными круизерами, но и ошеломляющий разгон, который не вяжется с большим весом этих мотоциклов. Однако не все производители следуют этой тенденции, производя пауэр-круизеры с мускулистой внешностью, но без избыточной мощности. В сегодняшнем выпуске вы увидите 15 самых лучших мускул-байков. Начать я хочу с прародителя этого класса Honda VF750 Magna V45, которая появилась в 1982 году для американского рынка, поэтому внешне модель имела сходство с мотоциклами Harley-Davidson тех лет. Однако его изюминкой стал спортивный V-образный четырехцилиндровый двигатель жидкостного охлаждения объемом 748 кубических сантиметров с 4 клапанами на цилиндр, который выдавал 72 лошадиные силы и 60 ньютон-метров крутящего момента. Имея карданный привод и снаряженную массу в 242 кг, от 0 до сотни пауэр-круизер разгонялся за 4,5 секунды. Максимальная скорость составляла 200 км в час. В 1983 году в качестве более мощной версии Magna V45 Honda выпускает и старшую версию пауэр-круизера Honda Magna V65. Сердцем флагмана является двигатель с технологией, перенятой у Magna V45. Это четырехцилиндровый V-образный двигатель жидкостного охлаждения, но объемом уже 1098 кубических сантиметров, с развалом цилиндров 90 градусов, который выдавал 116 лошадиных сил максимальной мощности и 97 ньютон-метров крутящего момента. Сниженная масса 265 кг. Разгон от 0 до сотни занимал 3,8 секунды. Сниженная масса 265 кг. Magna V65 производилась до 1986 года включительно. Ответом на успех Honda от компании Suzuki в 1985 году стала модель Suzuki GV1200 GLF Madura. 1165-кубовый четырехцилиндровый V-образный 16-клапанный двигатель с развалом цилиндров 82 градуса выдавал 117 лошадиных сил максимальной мощности, что всего на одну лошадку больше, чем у Magna. Однако, в отличие от Honda, Madura не имела успеха на рынке и был снят с производства уже спустя 2 года. Всего было сделано около 5000 штук. В этом же 1985 году был представлен король этого класса Yamaha VMAX 1200 по прозвищу Кувалда, который помимо черт круизера имел стиль и эргономику драг-байка. Главной его особенностью стала V-образная четверка, взятая от Yamaha Venture Royal, которую прокачали с 97 до феноменальных по тем временам 145 лошадиных сил, а крутящий момент составлял 123 ньютон-метра. Двигатель оснащался системой V-Boost. 280-килограммовый мотоцикл катапультировался до сотни всего за 3,3 секунды, а максимальная скорость составляла 230 км в час. Модель производилась до 2007 года.
Kawasaki решили ответить нестандартным решением и в этом же 1985 году выпустили драгстер Kawasaki ZL900 Eliminator. Он единственный, кто использовал рядную четверку, причем взята она была от Kawasaki GPZ900R, который на тот момент считался самым быстрым в мире. При объеме в 908 кубических сантиметров двигатель выдавал 105 лошадиных сил и 85 ньютон-метров крутящего момента. Разгон до сотни занимал 3,5 секунды, максимальная скорость 220 км в час, сниженная масса 258 кг. Бак вмещал всего 11 литров топлива, однако уже в 1986 году модель покинула конвейер. Для японского рынка предлагалась модель Kawasaki ZL750 Eliminator с двигателем от Kawasaki GPZ750R мощностью 77 лошадиных сил и 66 ньютон-метров крутящего момента. В 1986 году компания Yamaha выпустила так называемого младшего брата Yamaha VMAX 1200. Им стала модель FZX 750. Имея похожий силуэт, этот пауэр-круизер оснащался не V-образной, а рядной четверкой. 749-кубовый двигатель достался мотоциклу от спортбайка FZR 750, который выдавал 96 лошадиных сил и 76 ньютон-метров крутящего момента. Разгон до 100 км в час занимает около 3,5 секунд, максимальная скорость 220 км в час, сниженная масса 226 кг. В 2000 году мотоцикл был снят с производства. В 1987 году вышло второе поколение Honda VF 750 Magna V45, получив приставку Super Magna, которая сразу же стала очень популярным. Все благодаря тому, что японцы наконец решили уйти от классического стиля круизера тех времен к спортивным чертам пауэр-круизера. Это более низкая задняя часть, широкая задняя резина на цельном алюминиевом диске и седло ступенькой. Выхлопная система стала более выразительной и теперь представляла собой конструкцию 4 в 4. Мощность повысилась до 75 лошадиных сил и 65 ньютон-метров крутящего момента. В этом же году на смену Kawasaki ZL900 Eliminator была представлена модель Kawasaki ZL1000 Eliminator. Здесь уже устанавливалась рядная 998-кубовая четверка от спорттуриста Kawasaki GTR 1000, которая выдавала 110 лошадиных сил и 91 ньютон-метр крутящего момента. При снаряженной массе в 270 кг от 0 до сотни пауэр-круизер разгонялся менее 4 секунд, максимальная скорость 220 км в час. Мотоцикл весьма редкий, так как производился всего 1 год. В 1997 году появился очень популярный пауэр-круизер Honda X4. Мотоцикл оснащается рядной четверкой объемом 1284 кубических сантиметра, которая стоит и на дорожнике Honda CB 1300. Она выдает 100 лошадиных сил и 121 ньютон-метр крутящего момента.
при сниженной массе в 270 кг, а от 0 до сотни в идеальных условиях X4 разгоняется около 4 секунд. Максимальная скорость около 200 км в час. Мотоцикл производился с 1997 по 2003 год. Появившись в 2002 году как Power Cruiser, себя позиционировала и модель Yamaha XV 1700 Roadstar Warrior. Главное отличие этого нетипичного круизера от всех конкурентов — это, конечно же, легкая алюминиевая рама, которая на 40% жестче по сравнению со стандартной рамой серии. Задний маятник также сделан из алюминия и выполнен в стиле спортбайка. Такая конструкция была впервые применена в серийном производстве круизеров, благодаря чему в снаряженном состоянии мотоцикл весит 295 кг. Плюс сюда частично переехала подвеска и тормоза от Yamaha R1. 1670-кубовый V-Twin выдает 84 лошадиные силы и 135 Нм крутящего момента, а от 0 до сотни байк разгоняется за те же 4 секунды, а максимальная скорость составляет 200 км в час. В 2006 году был представлен мускул-байк Suzuki Boulevard M109R, который практически без изменений продается и сегодня. Его сердцем является двухцилиндровый V-образный двигатель жидкостного охлаждения объемом 1783 кубических сантиметра с развалом цилиндров 54 градуса, который выдает 125 лошадиных сил мощности и 160 Нм крутящего момента. Максимальные обороты двигателя ограничены отметкой на 7500 оборотов в минуту. При снаряженной массе в 347 кг разгон до сотни занимает 3,6 секунды, а максимальная скорость составляет 210 км в час. В 2008 году в продаже появилось новое поколение VMAX – Yamaha VMAX 1700, сердцем которого является четырехцилиндровый V-образный двигатель жидкостного охлаждения объемом 1679 кубических сантиметров, выдающий 200 лошадиных сил максимальной мощности и 167 Нм крутящего момента. Максимальная производительность мотора достигается с 6,5 до 9000 оборотов в минуту. От 0 до сотни мускул-байк разгоняется за 2,7 секунды, а максимальная скорость составляет около 230 км в час. Однако, если снять все ограничения, то она уже приблизится к 300 км в час. После дебюта в 2011 году модели Ducati Diavel 1200, итальянцы в 2016 выпускают и более мощную версию пару-крузера Ducati X-Diavel 1260. Этот мускулистый мотоцикл совмещает в себе мощь, маневренность и комфорт. Двигатель Testa Stretta 9 объемом 1262 кубических сантиметра выдает 162 лошадиные силы максимальной мощности и 129 Нм крутящего момента. Благодаря небольшому снаряженному весу в 249 кг от 0 до сотни байк разгоняется около 3 секунд, а максимальная скорость составляет около 250 км в час.
олдскул-байк Harley Davidson V-Rod в свое время наделал много шуму. Этот круизер оборудован V-образным двухцилиндровым двигателем объемом 1247 кубических сантиметров, который выдает до 125 лошадиных сил мощности и 117 ньютон-метров крутящего момента. Данный нетипичный для Харлеев агрегат имеет угол развала цилиндров 60 градусов, верхние распредвалы и жидкостное охлаждение, то есть именно то, без чего круизеры обходились десятилетиями, а спортбайки пользовались в полной мере. При сниженной массе в 307 кг от 0 до сотни V-Rod разгоняется за 3,5 секунды. Максимальная скорость составляет 220 км в час. В лигу пауэр-круизеров записалось и последнее поколение Triumph Rocket 3. Его продольный трехцилиндровый двигатель объемом 2458 кубических сантиметров выдает 167 лошадиных сил максимальной мощности при 6000 оборотов в минуту и 221 ньютон-метр крутящего момента уже при 4000. Благодаря этому, несмотря на вес под 300 кг, эта махина разгоняется от 0 до сотни за 2,7 секунды, а максимальная скорость составляет 230 км в час. В этом году компания Ducati выкатила новейший пауэр-круизер Ducati Diavel V4. Мотоцикл оснащен двигателем V4 Gran Turismo объемом 1158 кубических сантиметров, который по сути является производным от Panigale V4 и Street Fighter V4. Он выдает 168 лошадиных сил и 126 ньютон-метров крутящего момента, благодаря чему от 0 до сотни Diavel V4 разгоняется за 2,8 секунды. В сухом состоянии мотоцикл весит 223 килограмма. Официальная минимальная цена в Италии за новинку 26 500 евро.